Как я тебе уже писал, после бегства эмира у нас в Бухаре образовалась Народная Республика. С тех пор прошло немного времени, но нам все труднее и труднее отстаивать свою свободу. Империалисты отовсюду тянут к Бухаре свои лапы, готовят заговоры и мятежи. Сейчас самый опасный наш враг — их наемник и бандит Джабор Курбаши. Но и кроме него сколько вокруг нас скрытых врагов. За каждым углом подстерегает предательство и таится измена. Предательство и измена. Измена! Нас предали! Это бандиты Курбаши! Со мной! Назад, в рассыпную! Мы окружены! Назад! Измена! Нас предали! Прорывайтесь! Товарищ Сафар не велел никому... Прочь! Алло! Алло! Вы слушаете? Алло! Асад? Ты здесь? Да, здесь. Не ожидал? Ты думал, я не вернусь? Изменник. Что ты сказал? Революцию продал, гад! Негодяй. Отец! Родной! Сердце мое! Свет очей моих! Угасло солнце наше, покинуло. Убили! Кто это? Дочь Сафара.
Зачем рыть могилу? Пусть шакалы растерзают эту падаль. Так уж полагается. Семенов Ака, разреши я сам. Я должен отомстить ему за подлое убийство. Нельзя, это будет самосуд. А надо по закону революции. И вообще, шел бы ты отсюда. Хватит. Глаза завязать. Не надо. Ну, как знаешь. Сам виноват. Приготовиться! Отставить. Кажись, весь трибунал скачет в полном составе. Вовремя успели. На, прочти вслух. Революционный трибунал установил, что военком Сафар был связан с врагами революции и замышлял измену. За анархический поступок и самосуд трибунал выносит товарищу Асаду Максуму порицание, но возвращает ему оружие и пост командира революционного отряда. Прости, Асад. Случилась ошибка. Никогда бы себя не простил, но трибунал разобрался. Нет, не верю! Это неправда! Неправда! Мой отец не мог! Он не виновен! Асад его оклеветал! Оклеветал и убил! Мы верим, Карим, что ты не знал об измене отца. Но если ты сам теперь наделаешь глупостей, берегись. Да, не пощадим и тебя. Пусть бережется он! Сопляк, мальчишка. Я привык глядеть смерти в глаза. Но умирать без вины обидно. Ведь я кого убил? Врага революции. Спасибо вам, товарищи. Спасибо и тебе, Семенов, за то, что не завязал мне глаза. Ну что ж, поскочу в отряд. Врагов у советской власти еще много. Надо их добивать. Желаю удачи. Спасибо. Что говорить, ты погорячился. Зато вел себя, как подобает истинному герою. Но смотри, сын Сафара будет мстить. Где его дочь? Это я беру на себя. Зачем он к нам пришел? Не со злом, наверное. Он святой человек, Гафор. Салом алейкум. Валейкум салом, почтеннейший, валейкум салом. Спасибо, что не забыли нас. Ах, Бибираджан, Бибираджан, видит Аллах, как я вам сочувствую. И за что вам такое послано? Сафар Ака сошел с прямого пути, но вашей вины тут нету. Ах, Сафар Ака, Сафар Ака. Ой, худо нам, Гафор Ака, до того худо, хуже и быть не может. А теперь и не будет хуже. Теперь все будет лучше, много лучше. На что нам теперь надеяться? О, достойнейший, меня к вам прислал Асад Максум. Что? Асад? Непростой человек, большой человек, командир. Будь он проклят, убийца, что ему нужно от нас? Поберегите проклятие, почтенное, не торопитесь. Асад увидел вашу красавицу-дочь, и сердце его зажгло. Не бывать этому, Гафор Ака. Глупая женщина. Да ведь ваша семья теперь вне закона. Асад Максум что захочет, то и сделай. И дом отберет, и сад. А вашего сына в тюрьму заточит. Да, жаль мальчика, погибнет в отсвете лет, а дочку силой возьмет. И будет она ему тогда не женой, а сами знаете кем. Понимаю, тяжело, но у всех у нас своя ноша, видит Аллах. О, Гафор Ака, помогите нам. Моя дочь так любила своего отца.
И теперь разделить ложе с его убийцей. Она скорее лишит себя жизни. Помогите, спасите нас от насилия. Лишить себя жизни? Нет. Асад Махсум хочет взять меня в жены. Я согласна. Если не боится, пусть берет. Поздравляю, Асад Джон. Дело выиграно, она твоя. Да? Старуха, правда, ударилась в слезы. Но ее дочь говорит, Асад Махсум хочет взять меня в жены. Я согласна. Если не боится, пусть берет. Еще звезду нацепил, сын изменник. Я бы его вслед за военком и пролез, а сам с басмачами снюхался. Опять хотели бандитов посадить нам на шею. Эй, ты! Уходи отсюда, пока цел. Уходи, Карим. Твой отец изменил революции. Тебе не место среди нас. Не смей так говорить про моего отца. Не смей! Вадим, послушай. Многие спрашивают, как мог военком Сафар связаться с бандитами и изменить революции? Пустое дело заглядывать в душу изменника. Наша народная власть вовремя порвала нити его предательства. Товарищ Саид, Асад завтра должен быть здесь. Слушаюсь, Хайдар Кулака. Почему ты сомневаешься, народный комиссар? Он сильный, храбрый, стремится к власти. Знаю. Но поверит ли ему советская власть? Надо сделать так, чтобы поверила. Ну. Асад оклеветал отца и тут же убил его. Зачем? Чтобы не дать ему оправдаться. Ты думаешь, товарищ Хайдаркул, я ослеплен местью? Нет. Я хочу, чтобы все поняли, что такие жестокие люди, как Асад, не могут быть революционерами. Для него главное он сам. Один. Больше никого не существует. И будет ему нужно, он убьет и тебя, и меня, и всех. Не говори глупости. Ты бы лучше вспомнил, твой отец недавно купил землю, связался с баями. Что? Да много ли земли? Он по грошу откладывал. Работал день и ночь. И разве его руки не были черными от огня и железа? А эта земля куплена для меня. Для меня. Потому что я не хотел быть кузнецом. И чтобы после его смерти я мог кормить мать и сестру. Карим, для тебя он купил или нет, не это важно. Собственность — враг революции. Она растлевает коммунара. Я не оправдываю Асада. Твоего отца должен был судить трибунал. И судить его было за что? Доказательства. Где доказательства? Я тебе не хотел говорить, но, видно, придется. Твой отец писал Джабору Курбаши. Прочти. Оружие? Да, оружие. Он совершил предательство. Продал пулеметы нашему врагу. Вот какие дела. Это ложь. Джабор Курбаши еще жив. Я приведу его сюда в петли и заставлю признать. Заставлю поклясться на Коране, что он не был связан с моим отцом. А ты все еще твердишь свое, Карим Джон. Ну, как дела? Как твоя рука? Спасибо. У тебя теперь все в порядке. Поздравляю. Что такое? Асад Махсум, что не говори, человек благородный. Он женится на твоей сестре. Теперь вы с ним родичи. Что? Эх, молодость. Вы, солдат, ой, сидящие напротив нас, согласны ли считать нас свидетелями того, что вы вступаете в брак с достойнейшим Асадом Махсумом? Отвечай, милая. Что ты молчишь? А вы спросите еще раз. Можно еще раз. Вы, солдат, ой, сидящие напротив нас, согласны ли считать нас свидетелями того, что вы вступаете в брак с достойнейшим Асадом Махсумом?
Отвечай же. Если бы ты не была согласна, ты бы не надела свадебный убор. Ну? Согласна. Слава Аллаху, да будет так. Аминь. Аминь. Поздравляю, Асаджан. Но я ее брат. Брат! А зачем ей брат? У нее теперь муж есть. Да еще какой. Иди отсюда, пока цел. Шел бы ты прочь. Да благодарил небо. Могла ведь и мне достаться твоя сестра. А, Каримджан, понимаешь, не приказано тебя пускать. Пустите их, шакалы. Держи его! Стой, 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 собака! Куда? Хватай его! Лежи. Чего с ним цацкаться? Пристрелить собачье отродье. Сволочь. Нет! Не смейте! Не убивайте! Что вы делаете? Сыночек мой! Сыночек! Лучше меня убейте! Меня убейте! Меня убейте! Сыночек, любимый, единственный. Как вы могли? Беги, беги. Как вы могли убьет, отдать ему сестру? Хоть ты себя сбереги, сыночек мой, родной. Вот ты что задумала. Я тебя ненавижу. А я тебя люблю, люблю больше жизни. Ты теперь моя, 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 моя. Стой! Стой, говорю! Салам алейкум. Будь здоров. Не шевелись. Звезда на шапке. Значит, большевик? Вы люди Жабора Курбаши? А если и так? Отведите меня к нему. Связать ему! Я повторяю тебе, молокосос, что с твоим проклятым отцом я не имел никаких дел. Покупать у него оружие, получать от него письма, кто в это поверит? Только сами комиссары, которые, хвала Аллаху, теперь стали жрать друг друга. Если так, помоги справедливости. Дай знать трибуналу, что мой отец не сговаривался с тобой. Трибуналу? Да ты что, мальчишка? Я говорю только на языке пуль с этими неверными. Другого языка они не понимают. И ты, дурачок, плюнь на них и переходи ко мне. Так и быть. Приму обиженного. Ты же хочешь мстить за отца. Но только не с тобой. Никогда. Увести и глаз с него не спускать.
Пока Джабор. Гафур Хаджа здесь. Что прикажете? Веди его ко мне. Слушаюсь. О, досточтимейший. Асад Максум одумался. Великий Аллах наконец просветил его разум. Он желает соединить свои силы с вашими, Джаборака. Теперь вы видите, достойнейший, что яблоки в нашем саду созрели, а? Настало время их срывать. В первое утро будет человека. Ни свет, ни заря. Срочное дело, Кагафор. В чем дело? Извини, Асад Максум, что потревожил тебя. Поздравляю с женитьбой. Спасибо, ты для этого меня поднял? Товарищ Хайдаркул тоже шлет тебе поздравлений и просит сейчас приехать к нему. Тебе собираются поручить важную операцию. Ликвидировать банду Джабора Курбаши. Ага. Говорят, у него не меньше 1000 сабель. И пулеметами он обзавелся. Вы получите из Бухары подкрепление. Подкрепление? Ха. И так обойдемся. Своими силами скрутим, без всякого подкрепления. А если обмозговать, я и в одиночку с ним справлюсь. Так-то. Едем. Предупреждала я тебя, знала, что не сможешь. Ну что, Саджон, как сказал поэт из объятий голубки, на битву с тигром спешил герой. Поэт ошибся, Ходжа. Ну же. Из объятий тигрицы. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты тут за ней присматривай. Будьте спокойны, Саджон. Счастливого пути. Салом алейкум. Салом алейкум. Ваш приезд, о достойнейший, самый щедрый подарок Аллаха мне ничтожен. Добро пожаловать. Высокий друг наш и брат. Едва нога ваша оставила стремя и коснулась земли, луч яркого солнца осветил нас. Почтите дом наш. Я очень рад, Асад Джон, что ты наконец отошел от этих нечестивых большевиков. Теперь вместе с тобой мы возьмем в руки всю Бухару. Бухару? Не только Бухару. С вами, мудрейший и высокочтимейший Джабор Ходжа, мы овладеем его и Самаркандом, и если будет на то воля Аллаха, очистим от большевиков весь Туркестан. Аминь. Аминь. В знак нашей дружбы я передаю в твои руки красного перебежчика, который поклялся тебя убить. Делай с ним что хочешь. Благодарю. Польщен столь большим вниманием к нам. Привяжите там где-нибудь. Окажите нам честь. Прошу вас к столу. Благодарю. Садитесь. Садитесь.
разделите нашу скромную трапезу. Кушайте, пожалуйста. Прошу отведать. Да наградит вас Аллах. Пусть ваш приход принесет счастье. Аминь. Аминь. Сыночек, пропустите меня к сыну, Карим Джон. Не могу, уважаемый, не велено. Я его мать, жальтесь над слезами матери. У меня приказ никого не пускать. Позовите ко мне мужа. Нельзя, ханум, он занят, гостей принимает. Умен ты и хитер, Джабор Курбаши. Еще никому не удавалось тебя перехитрить. А вот я тебя перехитрил. Руки вверх! Руки вверх! Встать! За мной, в лагерь бандитов! Джигиты, слушайте! Слушайте меня! Враг советской власти и революции, Джабор Курбаши и его бандиты подручные уничтожены. Я расстрелял их. Джигиты, вы невиновны в злодеяниях собаки Джабора, и хотя вы служили ему, я прощаю вас и зову вас к себе, в свой боевой отряд, служить народу и революции, как служу я. Джигиты! Измена! Спасайтесь! Стойте! Вернитесь! Вы окружены! Кто попытается вырваться, будет уничтожен! У вас только один путь к спасению! Сдаться и служить революции! Оглянитесь! Посмотрите! Выхода нет! Если хотите остаться в живых, сдавайтесь! Тогда я помилую вас всех! Пощадите, помилуйте. Карим еще мальчик глупый, а горе совсем лишило его рассудка. Он не понимал, что делает. Не судите его, прошу вас. Помилуйте. Отпустите. Памятью матери вашей заклинаю. Почему же ты не попросишь за своего брата? Ты этого хочешь? Хочу. Оставь ему жизнь. Умоляю тебя, прости его, прости. Встань, жена моя. Твое желание для меня закон. Как перебежчик ты должен бы пойти под трибунал. Но ты действительно еще зелен и глуп. И к тому же брат моей жены. Благодарю. Благодарю, вы вняли мольбам несчастной матери. Аллах вас вознаградит. Ну ладно, развяжите ему руки. Недаром старики говорят, у великодушного сила, у сильного великодушия. Главный боевой командир Асад Максум, по поручению военного совета и от имени революционного комитета Бухары, вам, товарищ Асад Максум, за успешную ликвидацию врага народа Джабора Курбаши и его банды, за отважные и умелые действия объявляется революционная благодарность. Поздравляю. Спасибо, товарищ Мужаниддин. Клянусь и впредь честью и верой служить народу. Дорогой товарищ Асад,
Народное правительство Бухары, отмечая ваши военные заслуги в боях за Гисар, Куляб и Чарджоу, награждает вас серебряными часами с памятной надписью «Носи на здоровье». Спасибо. Получая эту награду, я от своего имени и от имени своих бойцов благодарю вас, товарищ Низамеддин, и все наше революционное правительство. Эта награда не только мне, но и всем нам. И всем нам она дорога. Джигиты, часы не серебряные, алмазные. Алмазами слез усеяны они. Слез, которые пролиты дехканами на земле Бухары. И мы с вами должны, пусть даже ценой собственной жизни, осушить эти слезы и завоевать для народа равенство и свободу. Нет, нет, уважаемые, я же сказал, ничего не бойтесь, никаких угроз. Женский клуб – это очень полезное начинание, которое мы будем всячески поддерживать. Тот, кто осмелится напасть на вас или причинит какой-нибудь вред, будет отвечать по всей строгости революционного закона. Так что работайте спокойно. Мы найдем управу на тех, кто вам мешает. Я сегодня же отдам распоряжение. Сегодня же. Спасибо, Мирзо Хайдаркул. Но до тех пор, пока... Все будет в порядке. Саид, выставить охранный пост у женского клуба. 3 бойцов. Слушаюсь. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Хайдаркул. Сейчас я вас приму. Ну, Карим, рассказывай, есть какие-нибудь новости? Да, Хайдаркул Ака. Я теперь могу доказать. Мой отец невиновен. Асад убийца. Садись. Нет, Карим Джон, доказать тебе ничего не удастся. Я был у Джабора Курбаши. Он сам мне сказал. Джабор Курбаши убит, и слова его теперь пустой звук. Но я вам говорю, вы мне верите? Верю. Верю и в то, что Джабор сказал правду, и твой отец ему не писал. Но трибунал. Существует трибунал. Ему нужны свидетели. Живые свидетели. А где они? Их нет. Так значит, пятно на памяти моего отца будет лежать вечно? Нет, Карим Джон. Революция для того и произошла, чтобы ложь, клевета навсегда исчезли и уступили место правде. Наберись терпения и жди. Правда восторжествует. Я позабочусь об этом. А может быть, Карим, тебе поработать в Ревкоме? Нам нужны люди. Вы доверяете мне? Конечно. Та-та-та-та-та-та! Ух! Ни один из них даже пикнуть не успел. Как удар грома, так и нужно. Знаете ли, товарищ Асад, как называется тот прием, которым вы победили Джабора Курбаши? Как? Вероломство. Почему вероломство? Ведь Джабор враг, бандит, бешеная собака. Неужели непонятно? Нет. Я считаю, чтобы разбить врага, все средства хороши. И победителей не судят. Я тебя понял, товарищ Хайдаркул, но я не согласен. Джабор Курбаши привязывал учителей к конским хвостам, вырезал звезды на спинах. Знаю. Асад применил военную хитрость, завлек их в западню. И спасибо ему за это. И к тому же не потерял ни одного человека. Вот именно. Ты, товарищ Шимкунас, очень давно в партии. У меня партийный стаж гораздо меньше. Ты опытный солдат, ты европеец, и мне трудно с тобой спорить. Я азиат и не военный. Но я глубоко убежден, что никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах революционер не должен прибегать к лжи и коварству, даже ради победы. Неверно. В корне неверно. Больше скажу, оппортунизм. Классовую борьбу не ведут в белых перчатках. Око за око. Как они с нами, так и мы. Нет, никогда не соглашусь. Они кончают свою жизнь в истории, а мы с вами ее начинаем. Каждый наш поступок, каждое слово будут служить примером нашим детям, всем нашим потомкам.
Об этом ни на минуту нельзя забывать. Вот пусть потомки нас и рассудят, когда мы помрем. Эх, Хайдаркул Ака, церемониться с коброй, которая тебя жалит, это глупее глупого. Товарищ Хайдаркул, мы уже приехали. Смирно! Товарищи! К нам сюда приехали члены революционного комитета, председатель товарищ Хайдаркул и народный комиссар многоуважаемый Низаметдин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Отныне вы бойцы революционной армии, защитники Бухары, первой в Азии Народной Советской Республики. Революционный комитет верит, что вы с честью будете носить это гордое звание. Вашим командиром Ревком утверждает товарища Асада Махсума, отважного борца с врагами революции. Для политического руководства Ревком назначает к вам военным комиссаром товарища Шимкунаса. Туробек! Туробек! Выходи на середину. Выходи, выходи. Сколько земли у тебя? Нет у меня земли. Врешь, это у него-то нет. У отца твоего сколько? 50 танапов. Больше. Он у нас первый богат. Всю землю скупил. Ягненком прикидывается. Понятно. Ты исключен из рядов Красной Армии как сын богача. Понял? Поезжай домой. Нет. Винтовку оставь здесь. Что? Только нищие могут носить оружие. Если ты мирный человек, иди, живи мирно. Хочешь стрелять, подавайся в бандиты. Но тогда смотри, берегись, второй раз не простим. Правильно! Нурали. Кто тут Нурали? Да вон он стоит. Он батрак и сын батрака. Сколько земли у тебя? Нет у меня земли, товарищ комиссар. Он же голодранец. Ты остаешься. Береги оружие. Ой, спасибо, товарищ комиссар. Зари в бой. Я? Был в банде Джабора? Сколько у тебя земли? 20 танапов самой лучшей земли сад мне послал Аллах. А что? Тебе не место среди нас. Бросай оружие. Пожалуйста. Какие-нибудь щиты без оружия. Давай Асада Махсума, так он нас всех разгонит. Ну что кричите? Обижает вас комиссар? Успокойтесь. Он ведь для вас же старается, хочет как лучше. А вы, джигиты, его не поняли. Он, как все христиане, любит пошутить. Пошучу и я. Я принимаю вас всех в свою личную охрану. Вы получите лучших коней и самое новое оружие. Вы будете моей опорой, но помните, полное повиновение. Мое слово для вас закон. Хашим, ты будешь командовать этой сотней. Стой! А мы таких, как ты, видывали, товарищ Максум. И не раз. Дешевых анархистов, как ты, всюду хватает. И я, как коммунист и комиссар... Молчать! Здесь командую только я. И мне указчики вроде тебя не нужны. Коммунист, комиссар, для тебя людей не существует. Тебе важен класс, а у нас классов нет, у нас есть народ. Голуб ты. Неужели ты действительно считаешь, что богачи и бедняки это одно и то же?
У вас в России, может, и не одно, но вы нам не пример. Нас с вами не объединяет ничто. У вас один закон, у нас другой. Да вот, Гафор Ходжа тебе растолкует. Он у нас человек ученый. Да, уважаемый. Асад Махсум верно сказал. Земля тут у нас одна, и кровь тоже одна. И вера одна. И вера я обычно. Вот, слышите? Мне не верите, так народу поверьте. Так-то. Люди! Что же это делается? Ограбили! Чего кричишь? Ты эту муку наворовал, а мы берем ее для голодных. Да еще деньги тебе платим. Какие же это деньги? Самые обыкновенные, советские. А ты бы хотел, чтобы мы тебе золотом да бриллиантами платили? Чего они стоят, ваши деньги? Отдай ему. Держи. Оставь их себе. Это же беззаконие. Вы меня разоряете. Не отдам муку, не отдам. Отдашь, Эфенди. Мой тебе совет, угомонись. А если ты не спрячешь свое жало, придется тебе распроститься со всеми твоими запасами. Разорили его, ограбили. А в подвалах, небось, 1000 манов риса и муки. Может, еще поискать? Ты этого хочешь? Нет, нет. Хайдар Кулака, я к вам от комиссара. Письмо. Что случилось? Плохие вести? Я мог ожидать всего, но только не этого. Пулат! Закончишь тут все сам, сделай полную опись, я вернусь утром. Понятно. Хайдаркул прискакал. А кто с ним еще? Никого. Один он. Как один? Хайдаркул? Зачем? Салам алейкум. О, какой гость. Почтите нашу трапезу. Нет, благодарю. Я по горло сыт известиями, которые получил. Вы чем-то недовольны, Хайдар Кулака? Где комиссар? У себя, наверное, отдыхает. Он с нами не любит делить досуг. Не привыкнет руками плов кушать. Ему ложка нужна. Немедленно его позвать. Сбегай. Пожалуйста. Товарищ Шимкунас начал важное и нужное дело. Чистку отряда от врагов. От бывших и, возможно, будущих басмачей. А вы дискредитировали своего комиссара и, мало того, сорвали чистку. Я вам все объясню. Я ведь все только... знаю без ваших объяснений. Выставить комиссара на посмешище. Я обязан вас отстранить от командования. Я признаю, я ошибся. Каждый человек может ошибаться, с кем не бывает. Но ведь это дело поправимое, правда же? Я вам обещаю, я все сделаю. Сделаю. Мы служим с вами революцией. А революция требует дисциплины, порядка, полного подчинения партии и советской власти. Мы, революционеры, должны быть чисты, как снег на вершинах Памира. Я думаю, что Асад все осознал, и ему можно верить. Ну, поверю. В первый и в последний раз. Завтра же всех, кого наметил комиссар, из отряда вон. Будет исполнено. Прислушивайся к комиссару. У него больше знаний, он опытней. А если ты еще хоть один единственный раз попытаешься своевольничать, немедленно пойдешь под трибунал. Заставить меня испить чашу позора. На меня кричать, мне угрожать. Мне. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Не расстравляй своего сердца, Асад-Джон. Не распаляй гнева. Ты хорошо сделал, что стерпел. Очень хорошо. Пусть они завидуют не только твоей храбрости, но и выдержки. Лишь глупец даст самолюбию заглушить голос разума. Мудрый рассудит иначе. Согнись на один локоть, зато потом выпрямишься на 3.
Слабого судит сильный, а сильного только Аллах. Как ты сказал? Что ж тут объяснять? Люди на свете разные. У одного и голова на плечах, и руками ворочать он мастер. А духом он слабоват. И ничего ему нельзя, даже самые малости. А бывают люди другой породы. Вот таким все можно. Все, чего душа пожелает. Чужую жену, много золота, большую власть, ибо они сильнее других и знают это, ибо не подсудно ни суду человеческому. Ты нарочно мне все это говоришь? Нет, нет. Так вот, Гафор Ходжа, я всем обязан революции. Я понимаю. Она подняла меня, она мне как мать. И мне тоже, и мне тоже. Но могу я думать иначе, чем Хайдаркул и эта собака Шимкунас? Конечно. Я не глупее их. Умнее, умнее. А еще велено передать, что в нужный час придет к вам человек, мусульманин, опытный военачальник. Присылать никого не надо. У меня есть человек, такой, какой нужен. Надежный. Чистолюбивый и рвется к власти. Передай, чтобы прислали оружие. Да не старье, а поновее и побольше. Оружие будет. Уже в пути. Караван с шерстью. Идет из Термеза в Чарджоу. Кто встретит? Его встретит Мирза Абдулло. Слава Аллаху. Люди! Помогите! На помощь! Нурали, как ты сюда попал? Комиссар, я был в продотряде вместе с Батыром. Они открыли пальбу. Батыра убили. Других всех обезоружили, а я уполз. Никто не спас. Погиб Батыр. Кто его убил? Не видел, комиссар. Их было много. Кто ответит за смерть бойцов продотряда? Курбаши уже нет в живых. Не я посылал этих людей, уважаемый. Это по вашему приказу они отправились по кишлакам отбирать хлеб и землю. Кто ответит? Тот, кто послал их на верную гибель. И если бы не вернули землю ее прежним владельцам, вас бы тоже здесь не было, вас бы тоже прикончили. А потом и всех нас. Святая правда. Ложь! Тысячи ваших бедняков благословляли советский закон. Вы обманули их. И вы несете ответственность за их гибель. А кто приказал раздавать землю баям вот в этих кишлаках? Здесь все написано, кому и сколько. Я сам там был и все проверил. Послушайте, а почему, собственно, вы так со мной разговариваете? Я спрашиваю тебя от имени советской власти. Был такой приказ? Ты его отдал? О, да. Извини, что я забыл с тобой посоветоваться. Но ты ведь недавно в наших краях. Человек другой веры, и тебе не понять. У каждого народа свой закон. Наш народ 1000 лет живет по шариату. Асад Махсум отдал мудрый приказ. Он сразу успокоил население. Как говорили у нас в старину, потянувший благородного коня за хвост может отведать удара копытом. Успокоили население. И снова посадили на спину дыхан мироедов, богачей и ростовщиков. Успокойтесь, учитель, вы больны, выпейте. Это целебный напиток. Спасибо. Если Асад Махсум опять ошибся, он за это ответит. За нарушение декрета советской власти ты будешь отвечать перед Ревкомом. Спасибо. Семенова зови. Семенов! Что с ним? Бедный, бедный Шимкунас. Сам себя в могилу вогнал.
Чехотка болезнь злая. О, вкусно. Ты у меня великая мастерица, просто во рту тает. О, мой повелитель, похвалы твои слишком щедры. Прикажи, я всегда буду готовить твои любимые кушанья. Я хочу, чтобы ты хоть здесь, за этим столом, был хозяином. А разве я не везде хозяин? О, конечно, у тебя много власти и славы, но ты добр и доверчив. А люди все видят. Что ж, по-твоему, они видят? Что Гафор Хаджа иногда действует за твоей спиной, что он даже выдает свои приказы за твои. Да-да, один человек мне сказал, что это Гафор велел убить людей, которые поехали за хлебом. Кто? Кто тебе сказал? Я не назову его Асад-Джон. Зачем? И так уже пролилось много крови. Все видят люди, все. А мне обидно за тебя и больно. Ведь ты командир. Почему же Гафор Хаджа взял так много воли? А что ты говоришь, жена? Говорю. Я не говорю, а молчу. А ночью плачу в подушку. Он хитрый, этот Гафор Хаджа. Он тебя опутывает. Опутывает, как паук паутиной. В один прекрасный день он вообще тебя оттеснит. Замолчи! Это не бабьего ума дело. Вранье и ложь. Гафор всего лишь мой раб. Если он что-нибудь сделал без моего ведома, пули не пожалею. Убью, как собаку. Не родился еще человек, который оттеснит Асада Махсума. Не тревожься за меня, дорогая. Хочешь, я допрошу его? Покажу ему, где его место. Я молю тебя, Асад-Джон. Он человек коварный, будь осторожен. Ничего. Сегодня вечером я его жду к себе. Спрячься в соседней комнате и посмотри, как он будет присмыкаться. Ползать передо мной на брюхе. Попробуй, щенок, попробуй. Но только имей в виду, если трибуналу станет известно, что никакого письма Сафар не писал, и значит изменником не был, тебе не сдобровать, второй раз не помилуют. Не писал. Но ведь я сам видел это письмо. И он не был в сговоре с Курбаши? Не продавал оружие? Ничего этого не было, Асад-Джон. Письмо написал я. Подделал его руку. Аллах даровал мне это искусство. А приказ о расстреле продотряда подписал твоей рукой. И Шимку у нас тоже. Выпил яду с твоего стола и подох. Иди теперь к ним, Асад-Джон. Иди, поклонись. Тебе это не впервой. Ты так, я тебя разрублю на куски, собака! Тихо! Оглянись. Ну что, видишь? Сказано, петух не учит орла. Успокойся. Идите. Зачем ты все это сделал, Гафор Ака? Ради тебя, Асад-Джон. Зачем тебе быть подоноверцами и хайдаркулом? Ты вождь, ты сам советская власть. Ты герой. Ты прав. В Бухару мне теперь возврата нет. Как это нет? Наоборот, твой путь только в Бухару, в крепость, гнилую голову долой, и ты голова. Что? Значит, снова воевать? Нет, Асад-Джон, к чему? Пусть воюют, стреляют они, а мы тихо. Под покровом ночи твое войско подойдет поближе к Бухаре и будет ждать. У нас в городе много своих людей. Они уже пометили дома, где живут иноверцы и большевики. У них все готово, и когда пробьет час, они возьмут в руки оружие. И, конечно, не забудут твоих друзей. Хайдаркула, Карима, Семенова. А ты
ты победителем въедешь в стены города. О, как встретит тебя Бухара! Даже эмира так не встречали. Слова твои слаще меда, Гафор Ака. Но мне поверят? За мной пойдут? Что я скажу народу? Что будет написано на нашем знамени? Революция, свобода, шариат, вся власть советом. Но только без большевиков. Я собственными глазами видела, как Гафор насыпал какой-то порошок в напиток, а Исмат подал пиалу комиссару. И один верный человек сказал мне, что Батыра убил тот же Исмат. Вот, значит, кто расправился с продотрядом. Негодяй. А прикидывались верными друзьями. Бандиты. Нужно немедленно арестовать Гафора. Я поеду. Не горячись. Надо обдумать. Насчет Гафора все ясно. Это враг. Но он действовал не один. Асада нужно арестовать. Разрешите мне его взять, я сумею. Как ты его возьмешь в его же логове? Карим-Жон прав. Гафор маленький человек. Асад приказывал, а он исполнял. Пора принять решительные меры. Упустишь время, потеряешь все. Постараемся не упустить. Мобилизация всех коммунаров и сочувствующих в городе даст нам штыков 200. Рабочий отряд из Кагана еще 300. Это все. Товарищ Низамеддин предложил мобилизовать еще и милицию. 100 сабель, не меньше. А у Асада отряд в 10 раз больше. Спокойней, спокойней, товарищи. Людей у нас действительно мало. Но зато это все народ, не раз доказавший свою преданность советской власти. Я только что по телефону связался с командованием Красной Армии. Просил дать подкрепление, 2 батальона. Не знаю, смогут ли. Положение серьезное. От Чарджоу движется белогвардейская конница и англичане. Но, несмотря на это, я уверен, товарищи, что в беде они нас не оставят и пришлют хоть 1 батальон. И то дело. Пошли. Что случилось? Низамеддин дома? Да. Кто там? Откройте. Асад Махсум, входи. Что? Контрреволюция? Да. Контрреволюция. Заговор против советской власти. И в этот заговор хотели втянуть и меня. Но я им не поддался. Лев никогда не ходил в стаи шакалов. Гафор. Более подлого человека нет на земле. Я не знаю, кто стоит за его спиной, но он враг. Исмат, Хашим, все предатели. Это невероятно. Асад-Джон, мы этих людей знаем. Вы войдите в мое положение. Что я могу сделать? Нет же никаких улик.
Я вам говорю, они задумали свергнуть в Бухаре советскую власть. А что вы можете сделать, сами решайте. Вы народный комиссар. Если мои слова для вас недостаточно убедительны, у меня есть в запасе другое. Отличная игрушка. И первую пулю я всажу в вас. Опомнитесь, Асаджон. Ну, что вы предлагаете? Спасение. Хайдаркула в городе нет. Саид жалкий пес. А вы дадите мне людей и оружие, и завтра же я ликвидирую заговор, но действовать нужно немедленно, застать их врасплох, иначе все пропало. Убери эту штуку. Почему я должен давать тебе оружие? На каком основании? А может, никакого заговора нет? Ну, где доказательства? Где? Что? Выходит, я уже вышел у вас из доверия? Гранат высосан и кожуру вон? Да ты пошевели мозгами! Пойми ты, если мы их не обезвредим, оба пойдем под трибунал, а подавив заговор, станем спасителями советской власти в Бухаре. Я, разумеется, первым, вторым ты. Ты мне не верил. Так вот теперь убедись. Началось. Теперь ты в моих руках, Асад. Теперь твоя песенка спета. Взять предателя, обезоружить его. Что? Что ты сказал, щенок? Сопротивление бесполезно, Асад Махсум. Я мог бы тебя сейчас пристрелить, как ты моего отца. Спокойно, Карим. Не беспокойтесь. Я себя не унижу. Он с оружием ворвался ко мне. Изменник. Он посмел мне грозить. Тебе больше не обмануть советскую власть. Ты арестован, Асад Махсум. Уведите его. А я вам советую из дома не выходить. То есть как? Меня в чем-то подозревают? Что теперь делать, Эфенди? Сохранять спокойствие. Асада еще не допрашивали. Пока нет Хайдаркула, пока не пришли русские. Мы устроим осаду побега, его прикончат при попытке к бегству. У Гафора Хаджи все подготовлено. Он же возглавит и отряд Асада. Да поможет ему Аллах. Омен. Омен. На воротах и дверях домов будут мелом ставить знак. А потом всех, кто в этих домах живет, будут убивать. Гафор говорил, никому не спастись. Вы все это сами слышали? Да. Это все, доченька? Нет. Еще говорили про оружие, чтобы убить всех вас. Гафор просил у кого-то, а ему сказали, что уже везут. Откуда везут, не знаю, но я поняла, что идет караван с 6. Ага. Молодец ты, умница. Спасибо тебе. Караван. С приездом. Пожалуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум, Латиф ага. Алейкум салам, Мирза Ибрагим. Как доехали, все ли благополучно? Хвала Аллаху. Прошу отдохнуть с дороги. Вместе с вами, досточтимый. Прошу. Потише, ребята. Только потише. Пошли. Давай, спарывай.
Козой Ибрагим. Кто там еще? Не с места, руки вверх. Уведи. Благослови Аллах наш. Ты арестован, Латиф. Выпей со мной чай, уважаемый. Руки вверх и не двигаться. Пулат! Пулат, держись! Салам алейкум. Алейкум салам. Мы люди Гафора Хаджи. Караван шерсти уже прибыл? В этом ведре найдешь веревку. Дверь я запирать не буду. Ровно в полночь тебя будут ждать внизу.
Асад-Джон, не так быстро. Я задыхаюсь. Асад-Джон. Гафор, ты хорошо знаешь эти места. Да, уж скоро. За болотом Большак подстережем кого-нибудь из проезжих. Отберем коней. Асад-Джон, погоди. Я слышу топот. Неужели догнали? Быстрее, пригнись пониже. Проклятье! Гафор, больше я тебя не потащу, с меня хватит. Но ты пойдешь впереди, Асад-Джон. Ты пойдешь впереди. Что? Я впереди, а ты сзади? Не выйдет. А ну-ка. Ой. Что ты делаешь, Асад-Джон? Что ты делаешь? Ты мне не доверяешь? А ты мне доверяешь? Так будет спокойнее. Асад-Джон. Асад-Джон. Не уходи без меня. Подожди. Асад-Джон, погоди. Ты не знаешь дороги. Ты без меня пропадешь. Асад-Джон. Асад-Джон. У нас с тобой дороги разные. Не оставляй меня. Пропадешь. Негодяй.